Экспедиция от лаборатории альтернативной истории в 2004 году была нацелена на проверку информации о мегалитах, которые нашли на горе Вотаваара и в соседнем районе. То есть это несколько южнее Кольского полуострова, это территория Карелии, но все равно это единый, так сказать, географический и культурный центр, так называемый русский север. Вот. И в интернете к тому времени имелись фотографии, которые, судя по, так сказать, изображению на мониторе, действительно были похожи на искусственные сооружения в монолитных гранитах. Но, естественно, на местности очень быстро стало понятно при личном знакомстве, при визуальном осмотре, что это как бы естественное образование. Просто фотоаппарат позволяет взять определенный угол, вот, когда естественное образование легко может быть воспринято как искусственное сооружение. Аналогичная история, на мой взгляд, связана и с остатками гиперборейских сооружений на Сейд-озере, на Кольском полуострове, на горе Нинчур. То есть экспедиции Демина, которые были в 90-е годы прошлого века, якобы открыла остатки древних мегалитических сооружений. Но личное знакомство, как бы, и даже предварительный визуальный осмотр дает полное, так сказать, представление о том, что это действительно естественные образования, то есть скальные лбы, скалы, которые в условиях Заполярья при резких сезонных перепадах температур слоятся, трескаются, колются по геометрически правильным линиям и плоскостям. То есть откровенных остатков древних мегалитических кладок там обнаружено не было. То есть это, на мой взгляд, типичный пример, когда желаемое выдается за действительное. Ну, миф о Гиперборее как о северной стране, которая как бы являлась центром одной из древнейших цивилизаций, это достаточно современный миф, который появился, ну, скорее всего, в конце 19-го, начале 20 века. Источники этого мифа – это остатки греческих мифов, где Аполлона связывали с Гипербореей. В ряде, так сказать, письменных источников древнегреческих историков сохранились упоминания, допустим, о Рипейских горах на крайнем севере, за которыми лежат земли обетованные. И помимо Аполлона еще целому ряду древнегреческих персонажей приписывалось такое гиперборейское происхождение. Позже, в начале 20 века, эта ситуация, этот миф был подкреплен исследованиями индийских ученых и британских, связанных с дешифровкой и толкованием Вед и Упанишад, где тоже нашли, так сказать, как полагали исследователи, прямое упоминание об древней земле, цивилизованной стране на Северном полюсе. Ну, достаточно вспомнить книгу «Арктическая родина в Ведах». Тем не менее, при, так сказать, полевых исследованиях на русском севере, то есть Кольский полуостров, Карелия, Коми, не было обнаружено однозначных археологических останков, которые можно было бы без всяких сомнений интерпретировать как остатки древних строительных сооружений. Хотя, опять-таки, на уровне непроверенной информации и слухов существуют такие сведения о обнаружении подобных остатков в русском Заполярье, будь то плато Путарана или полуостров Таймыр. Но, еще раз подчеркну, проблема заключается в том, что помимо устных сообщений от редких геологов, полярников, промысловиков, нет документальных доказательств в виде фотографий или хотя бы внятных зарисовок. Я уж не говорю про правильно задокументированные отчеты целевых экспедиций, которые могли бы проходить в этих регионах именно с четко поставленной целью обнаружения следов древней полярной цивилизации. Ну, вот те несколько публикаций, которые были сделаны
в американском журнале Ancient American, и где были приведены фотографии вот этих североамериканских сейдов, в общем-то, грубо говоря, ни о чем. То есть авторы фиксируют их наличие, разводят руками. И что это такое, мы не знаем, потому что они просто не знакомы с этими памятниками на территории Европы и русского севера. Поэтому для них это объекты непонятные и никакой информации тоже нет. Тем не менее, по фотографическим материалам можно констатировать единую, так сказать, природу редких американских сейдов и, так сказать, их массовое распространение на русском севере и в Скандинавии. То есть, если это уходит в глубину тысячелетий, это может быть свидетельством того, что носители, ну, скажем так, культуры сейдов пересекали Атлантику и оставили свои следы в виде именно классических сейдов на территории Великих озер в Северной Америке. Андрюш, насколько сложно при наличии, ну, как мы знаем, если мы говорим о тысячелетиях, тогда не было подъемных механизмов серьезно, насколько сложно вот эти сейды, которые ты видел, может быть, или которые знаешь, возводить вручную, насколько они большие? Что касается конструктивных особенностей и технологических, так сказать, что касается конструктивных и технологических особенностей сейдов как искусственных сооружений, на мой взгляд, там ничего архисложного нет. Мы даже в 2004 году сами провели эксперименты в течение 30-40 минут при помощи двух сосновых еловых слег и нескольких камней. Не спеша это дело сделали. Другое дело, что среди сейдов есть уникальные сооружения, типа одного из сейдов неоклассической конструкции на территории современной Финляндии, где в таежной тайге просто посреди леса стоит конусовидная скала, примерно 2,5-3 метра высотой, а на ней лежит вот так вот огромный монолит весом порядка, наверное, 6-8 тонн. Он не качается, он плотно сидит. То есть конструкция отличается от сейда, который стоит на 3 камушках, но тем не менее объяснить его с точки зрения, так сказать, физических условий крайне затруднительно. Поэтому само сооружение сейдов, как искусственных, естественно, связанных с определенными аспектами древнего знания и мировоззрения конструкций, технически несложно, еще раз повторюсь. А выяснить цели их создания – это уже совершенно другая история, потому что ни письменных источников, естественно, ни внятной исторической традиции до наших дней не дошло. Потому что по, так сказать, рассказам саамов сейд является местом заключения, как правило, души шамана, куда он уходит, и, соответственно, шаман, уже будучи в потустороннем мире, его душа, заключенная в сейд, продолжает работать. Поэтому сейды являлись для саамов местом поклонения, проведения магических ритуалов с приношениями, с определенными молитвами, мантрами. Вот. Но вся суть их сводилась именно к обращению к мощи ушедшего в мир иной шамана, который якобы продолжал работать, как бы уже будучи в потустороннем мире. Но еще раз следует подчеркнуть, что сами саамы утверждают, что сейды не дело их рук, это наследие более, так сказать, ранних насельников этих территорий. При этом по существующей ныне академической версии протосаамы появились на территории русского севера и Скандинавии примерно в 4-м, может быть, самое позднее в 3-м тысячелетии до новой эры. И в течение тысячи лет расселились по всему скандинавскому полуострову и русскому северу. В одном из музеев я видел, так сказать, еще, наверное, в советские времена сделанную карту, то есть пути расселения саамских племен по этой территории. Выводят их откуда-то с Онеги
и вот с территории там, ныне Великого Новгорода. И вот они вот так вот идут через Карелию и по всему скандинавскому полуострову расселяются. При этом, естественно, не ставится вопрос, где они взялись, откуда они взялись на территории там, современной Новгородской области или, может быть, даже южнее. Кто-то вообще из исследователей засовывал, что саамы вышли из Европы. Но археологически ни в Европе, там, ни на территории европейской части России антропологический тип самов не фиксируется. То есть их выводят ниоткуда и приписывают им практически 6000-летнюю историю на этой территории. Но, естественно, на Кольском полуострове, допустим, обнаружено, по-моему, около 70 стоянок периода неолита, то есть охотники-рыболовы. Собственно, о земледелии там говорить до сих пор смысла нет. И эти стоянки были найдены, ну, прежде всего, естественно, по побережью Баренцева и Белого моря. Ну и, соответственно, кому их приписать? Ну, известно только саамы. Значит, пусть это будут древние саамы и протосаамы. А откуда они пришли? Ну, пускай придут с юга. Они же не могли прийти с полярного, с Северного полюса, вот, через Ледовитый океан. Значит, один путь через Карелию откуда-то из Европы. А то, что для территории, так сказать, более южных областей, то есть Европы и европейской части России на тот период неизвестен подобный антропологический тип, это уже как бы мало кого волнует. Главное, ну, вот, заявить для того, чтобы хотя бы была точка зрения. Вот они пришли с юга. Ну, логично, потому что с 3 остальных сторон территория Ледовитого океана. Вот. Поэтому прийти они могли только с юга. Вот. Но как и многие другие народы, типа ивенов, тунгусов, чукчей, в общем-то, сохранилась информация непосредственно от представителей самих этих народов, которые утверждают, что они не были первыми насельниками на этих северных территориях, будь то русский север, будь то Сибирь, Дальний Восток, что они пришли уже на обжитые места, которые, как правило, принадлежали представителям белой расы, от которых они получили основы скотоводства, точнее оленеводства и навыки, так сказать, других аспектов культурной деятельности. Но опять-таки вопрос антропогенеза и места происхождения так называемых малых народов Севера на территории нашей страны по-прежнему остается абсолютно темным и нераскрытым. Их фиксируют на протяжении, так сказать, столетий, но откуда и почему они завязли на таких крайне неблагоприятных для жизни деятельности человека северных территориях, особенно Заполярье, да, почему не мигрировали на юг в более благодатные земли, никто объяснить этого не может. Более того, если сравнивать вот просто различные территории, то площадь Кольского полуострова это порядка 100 тысяч километров, то есть для сравнения это 4 территории острова Сицилии. Но насколько, так сказать, в благоприятных средиземноморских условиях остров Сицилия был заселен на протяжении последних тысячелетий, это одна история. И что там Кольский полуостров со своими 100 тысячами квадратных километров. В одном из музеев тоже висела табличка со статистикой, то есть в конце 16 века уже там, когда начали появляться там поморы, то есть представители, так сказать, славянских народов, осваивают крайний север, население, собственно, саамское в конце 16 века было порядка 1000 человек на 100 тысяч квадратных километров. То есть плотность населения вот в недавнем историческом прошлом, естественно, на таких крайне неблагоприятных территориях очень невелика. И опять-таки для меня лично остается загадочный вопрос, почему они оттуда не мигрировали. Вот уперлись в кромку Ледовитого океана и живут там столетиями, практически выживая, потому что средняя продолжительность жизни в таких заполярных условиях у местных народов там
средняя 35-40 лет. И действительно, фотографии там, начала 20 века, будь то мужчины, будь то женщины, выглядят глубокими стариками, а по датам, как бы, приведенным на фотографиях, говорится, что им там 30-35, около 40 лет. Естественно, суровый север, тяжело выживать, и, тем более, когда полгода полярная ночь, элементарно не хватает энергии солнца. И связывать те же саамские племена с какими-то древними остатками возможных древних цивилизаций в Заполярье нет никакого смысла. Это самые поздние насельники. И не факт, что они живут там 4 тысячелетия, а не одно, допустим.